Вы должны молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет, друзья! Сегодня, как вы поняли, у нас на канале очередной обзор сварочного аппарата от фирмы Hitbox. Аппаратик у нас MIG-250. Значит, постараемся сделать видео покороче, так как мне там начали писать, что куда ты так все разжевываешь, всем и так понятно, как эту проволоку туда впихнуть. Вот, и у меня есть товарищ, у которого есть двухлетний сын, он говорит, после просмотра твоего обзора на аппарат, ну, говорит, обзор хороший, но очень длинный. Мой сынишка может все спокойно подключить, оснастить проволокой и пойти даже варить. Поэтому я решил сегодня все это дело укоротить. Итак, в комплекте у нас есть инструкция, довольно подробная инструкция, толстая, но инструкция на английском языке. Есть, друзья, вот такой вот ключик для работы с нашей горелкой. Оснащен аппарат газовым шлангом с двумя хомутами. Прищепочка, друзья, массы. Все это дело короткое, конечно, надо будет переделать. Держатель электродов. Держатель довольно добротный. Вот, я так по внешнему виду смотрю. Ну и, конечно же, наша полуавтоматическая горелка. АК-15. Классная горелка, точно такая горелка на моем предыдущем аппарате. Вот. Итак, переднюю панель аппарата вы, друзья, посмотрели. Давайте я открою крышку. Посмотрите, что у нас внутри. Точно такая протяжка проволоки, как и в моем аппарате. Работает все шикарно. Оснащен наш аппарат одним единственным роликом. Это у нас 0,8-1 мм. Друзья, такие аппараты есть в нескольких комплектациях. То есть, кому нужна сварка ТИГ, так как этот аппарат поддерживает сварку ТИГ, можно прикупить комплектацию, соответственно, с рукавом, с горелкой ТИГ сварки. Задняя панель у нас вот такая. Ну и кому совсем интересно, низ нашего аппарата. Что сейчас сделаем? Я снимаю кожух аппарата, смотрим на плату, как она пролачена, так как некоторым товарищам очень-очень интересно, как все внутри у нас сделано. Потом я оснащаю наш аппарат проволокой. Вам уже показывать не буду, так как мне сказали, что это каждый знает, как это делать. В принципе, наверное, они правы. И пойдем сразу что-нибудь поварим. Вперед! Вот так наш аппаратик устроен, друзья, внутри. Все очень красиво, качественно собрано. Все запаяно, припаяно, прикручено, приверчено. То есть все просто шикарно. Вот такая вот паечка. Все, как говорится, красиво. Ну и вот такой вот, друзья, слой лака. Смотрите, я публикую. Видите, как все просто залито лаком. То есть покрыто не из краскопульта, а просто укатано валиком, наверное. Как я и говорил в прошлом видео. Вот, все элементы, все просто красиво. Провода все, видите, связаны, жгутики. Вот, все красиво. Все разъемы, видите, приклеены на термоклей. Это у нас газовый клапан. Ну и вот такое вот устройство. Давайте я сразу вам продемонстрирую и протяжку. Вот такая у нас протяжечка. Вот оснащен ролик, как я сказал, под стальную проволоку 0,8-1 мм. Итак, друзья, продолжаем наш обзор. И продолжение хотел бы отметить вот этих вот 3 таблички. То есть для MIG мод, для MMI мод и TIG мод. То есть это скрытые настройки, которые мы можем изменять под себя для любого типа сварки. Давайте, друзья, покажу, как это включается. Значит, для того, чтобы включить такие вот скрытые настройки, нажимаем кнопочку 2T, 4T, держим, не отпуская, нажимаем включение аппарата. Держим, пока не появится здесь буква P. Все, здесь можем отпустить. Кнопочкой мод мы можем менять значки наших сварок. То есть сейчас у нас стоит полуавтомат. Можем менять здесь вот значок сварка электродом MMI. Также у нас TIG сварка. Ну и опять же у нас, допустим, полуавтомат. На полуавтомате вращением рукоятки вольт мы изменяем номер пункта. То есть у нас всех их здесь 9. Вот. Давайте, допустим, P1, чтобы изменить значение, уже крутим рукоятку тока. Меняем с 0 на единицу. И у нас это первый пункт, который при установке значения единица сбрасывает к заводским настройкам настройки полуавтомата. Если мы изменим, допустим, какую-нибудь другую настройку, тоже мы там
Так, P2 у нас это дни считает. P3, вот видите, можем настраивать, что душе угодно. Можем также кнопочку мод нажать, выбрать MMI сварку. Здесь у нас 6 пунктов всего. Вот тоже можем все изменять под себя. Для того, чтобы, друзья, сохранить и выйти, нажимаем кнопочку 2T, 4T. У нас аппарат переходит в свой рабочий режим. Сейчас выключаем аппарат. Покажу еще одну встроенную, скрытую настройку, о которой я никакой информации пока что не нашел, друзья. Для этого нажимаем уже кнопку мод и включаем аппарат. У нас есть режимы P0 и так дальше. При этом режиме, друзья, у нас наша проволока, видите, здесь режимов никаких не указано сварки, но наша проволока постоянно под напряжением. Смотрите. Так, где наша масса? Сейчас массу прицеплю. Вот, ничего не нажимаю. Видите, постоянно проволока под напряжением. И смотрите, что, допустим, P0, P1, P2, P3, а P4 как включу, пойдет медленно проволока, а P5 быстро. Оп, и P5 быстро. Вот, что обозначают данные настройки, я, к сожалению, не знаю. Есть у меня такое предположение, что это, допустим, скорости подачи проволоки, предварительная подача при начале сварки и уже во время сварки, которую мы выставляем с вами непосредственно вручную. Вот, так это я думаю, что это настройки вот этих вот скоростей. То есть, если вам мало, допустим, скорости там, сколько там максимально не помню, то мы можем подстроить в любой момент данную скорость. Ну и опять же, что-то поменяли, 2T, 4T, вышли в рабочий режим. Так, ну а теперь по самому аппарату. Я думаю, здесь все понятно. У нас есть дисплей, на котором отображаются вольты, есть дисплей, на котором отображаются амперы. Это в случае с MMI сваркой. То есть здесь мы можем, ну, вольты у нас, видите, не регулируются, регулируется только ток. В случае, допустим, с TIG сваркой у нас регулируется тоже только ток, вольты на месте, 15 вольт, и регулировка происходит по току. А вот в случае с полуавтоматом у нас уже регулировка идет вольтажа, 26 вольт. И здесь у нас регулируется кнопкой тока не ток, а написано метры в минуту, то есть скорость подачи проволоки. Одновременно со скоростью подачи проволоки у нас, соответственно, регулируется и ток. Сварочный ток мы только можем видеть уже во время процесса сварки. Здесь будет отображаться ток, друзья. Ну и здесь у нас подстройка индуктивности, то есть жестче дуга, либо мягче. Также имеется режим 2T, 4T, то есть 2 такта и 4 такта. Все это отображается посерединке между двумя дисплеями. Ну и данная кнопка, это у нас протяжка проволоки. Думаю, с этим, друзья, понятно. Ну а сейчас что-нибудь поварим. Друзья, варить будем полуавтоматом. Будем сваривать две такие вот пластинки вместе. Одна пластинка у нас ровно миллиметр. Вот здесь на поверхности еще плюс есть грязь, поэтому, ну, ржавчина, которая не убралась растворителем. Вот поэтому я могу судить, что здесь даже, наверное, 0,9. Ну, давайте попробуем, что у нас с этого получится. Ну что, поехали смотреть. Друзья, вот так вот получилось сварить. Считаю, что просто идеально. И с этой стороны, смотрите, какой обратный валик крутой. То есть провар на все 100%. Все круто и классно. Будем варить сейчас вот такой перпендикуляр. Здесь я прихватил точечку. Посмотрим, что получится. На тех же токах такую же тонкую жестянку. Ну вот, замечательный результат. Конечно, если не снимать видосы и не спешить, то получилось бы все еще лучше и круче. Друзья, попробуем варить 2-миллиметровые вот такие пластинки.
Вот такой вот хороший, красивый шов получается. Смотрим с той стороны. Видите, провар насквозь. Даже в одной точке приварил к столу. Вот так вот, друзья, шикарно получается все. Очень красивые швы. То есть я считаю, что 2 миллиметра максимум, что можно варить полуавтоматом. Остальное можно варить сваркой электродом. Будем варить электродом. В целях экономии металла приварим 4 вот эту полоску. А потом 3 еще приварим вот так. Есть у меня вот такая 4 обрубок. Переключаем на сварку. Так, и на 4 дадим где-то 125 ампер. Пускай будет так. Вот так вот получился шов 4 на токе 125 ампер. Так, приварим, друзья, сейчас 3 вот эту штуку перпендикулярно к 2 миллиметрам. Для этого немножко я уменьшу ток. 92 ампера, пускай будет так. Ну и вот так, друзья, все это дело получилось. Очень красиво и классно. Напоминаю, я не профессионал. Прикиньте, что будет делать профессионал с этим сварочным аппаратом. Для сварки флюсовой проволоки будем использовать наши уже готовые пластинки. Там, где я варил, я отметил все дело мелом. Для сварки флюсом меняем полярность. Вот такие настройки я выставил. Ну что, попробуем, что получится. Первое варим стык в стык. Ну вот такой вот результат, друзья. С этой стороны немножечко есть тоже провар. Перпендикулярный шов вот так получился. Видите, коптит эта проволока и немножко сморкается. Ну что, давайте дадим больше настроечек. Дадим где-то вольт 13 и 5 подачу. И попробуем сделать с этой стороны. Заварю шов. И посмотрим здесь шов. И вот такие, друзья, швы получились. Если потренироваться, конечно, флюсовой проволокой можно варить спокойно. Ну что, народ, подведем итоги
по данному сварочному аппарату. Вы сами, друзья, все видели, как он варит, что он варит и чем он варит. И кем он варит. А варит он не профессионалом. Попади он в руки профессионалу, я думаю, что все это дело было бы намного красивее, шикарнее и лучше. Вот, почему я считаю, что аппарат просто классный. У меня МиГ-200, вы все видели мой обзор, кто не видел, переходите, смотрите, на канале тоже есть обзор на МиГ-200. Вот, ссылку я оставлю в описании под видео, не то, что я там рекламирую, там, покупайте, не покупайте, это дело каждого, друзья, каждый смотрит по финансам, но я знаю, что 21 числа будет какая-то там распродажа, возможно, будут скидки и на эти аппараты, поэтому заходите, смотрите и решайте сами. Ну, а на сегодня я хочу с вами попрощаться, всем хорошего настроения, удачных, друзья, покупок и, конечно же, здоровья. До новых видео. Пока. Ты заходи, если что.